Друзья, всем привет! Сегодня один из таких победных дней. Постараюсь зашить крылья. Может быть, еще что-нибудь удастся сделать. Зашивать буду стеклотканью. Нарезал уже кусочки. Будет многослойная конструкция. В этом месте будет 4 слоя. Здесь на носке будет тоже 4 слоя. Вся обшивка 2 слоя. И снизу еще пару слоев под лонжерончик положу. В общем, приступаем, друзья. Все уже нарезано. Здесь 2 основных слоя на низ. Здесь 2 слоя наверх лежит. Смотаны. Ну, а здесь все вот эти вот кусочки. Все кусочки положу под низ. Ну, а сверху уже будут лежать 2 цельных листа. Заклеил под сервомашинку скотчем. Разводить буду примерно по 100 грамм эпоксидки. Первая порция готова, можно пропитывать. Носик есть, теперь по-быстрому заднюю часть нужно пропитать. Здесь будет 2 слоя, можно сразу 2 слоя и положить. Так, первый слой есть, накладываю еще один листик. Переворачиваю на другую сторону, чтобы закрыть носовую часть. Положу палки, чтобы не прилипало. Конечно, с большими размерами, друзья, не очень приятно работать. Выливаю смолу сюда. Смола подзаканчивается уже. Следующий замес. Усиление нижней части крыла. Желательно все делать очень-очень-очень оперативно. Мешать эпоксидку, выливать, разгонять, пропитывать. Все очень-очень быстро. Добавляю очень много отвердителя, чтобы быстрее сохло. Еще один слой немножко меньшей ширины. Делаю ступеньками, чтобы когда наложу финишный слой, не было жестких уступов. Стеклоткань толщиной 0,1 мм, поэтому уступов, в общем-то, быть вообще не должно никаких. Можно заняться основным слоем. Разглаживаю, выливаю остатки эпоксидки. Третий замес. Вот такой слоеный пирог получился на данный момент. Сейчас обрежу все лишнее. Буду переворачивать и делать 2 лицевых слоя с той стороны. Потом переверну и сделаю последний лицевой слой здесь. Такая вот у меня технология, ребят. Заворачиваю носик и пропитываю его. Еще один цельный лист. Пятый замес. Стараюсь экономно уже расходовать, потому что это наружный слой. И лишняя эпоксидка здесь уже не нужна. И она уже как бы и не впитается особо. Но по краям нужно приличной эпоксидки, чтобы все приклеилось. Это строго обязательно. Обрезаю лишнее и переворот на 180 градусов. Делаю 6-й замес, и это должен быть уже последний. Фу, друзья, ну вот крыло и готово. Заняло все это дело, вся эта обклейка. Так, ну примерно 1,5-2 часа. Точно я не засек, но что-то около этого. Было 6 замесов. Обратите внимание, что я сделал сразу обе стороны. Сейчас я лишнее обрежу, как обычно, и поставлю его на сушку. Можно его либо облокотить об что-то, либо всунуть в трубу. И пусть себе застывает. В общем-то, такие дела, такие лютые технологии на канале. Но мне нравится, реально нравится эта технология. Можно сделать все, что угодно и любой формы. Пока сохнут трубочки на кили. Вот один, вот второй. Можно заняться элевонами.
Как можете заметить, я вот здесь наклеил полоску стеклоткани. Это сделано для того, чтобы когда петли буду вставлять, дерево вдоль волокон не растрескалось. То есть стеклоткань будет как бы сдерживать. Полезли в подвальчик. Петли будут самые обыкновенные, вот такие. Надеюсь, выдержат. Хочу поставить их весьма много. 8 штук поставлю. Прорезаю здесь отверстие ножиком. Немножко ножиком, немного дорабатываю ножовочным полотном. Вот так. Главное здесь в этом деле очень-очень хорошо пропитать клеем. Что если мы просто намажем, вставим, он весь выдавится и ничего не приклеит. Вот, теперь рядом делаю еще одну петлю двойную. Повставлял петли все 8 штук. Вот как это выглядит. Разметил штангенрейсмусом и отметил маркером. Намазал клей. Нужно аккуратненько вставить на свое место. Такая кропотливая очень процедура. Все ровно и красиво. О, прикоснулся. Это было зря. Надо подвытереть. Теперь самое страшное, друзья, нужно дождаться, пока все это дело высохнет. Это часа 2-3, нельзя ничего делать с крылом. Наверху сохнут трубочки на килях, фюзеляж тоже весь проклеенный. Короче, делать нечего. Надо ждать. Трубочки готовы, ребят, получилась вот такая красота. Очень прочная, здесь толщина стенки около 2 миллиметров. Но легенькие из-за того, что маленькие. Все насаживается. Хоп. Также очень плотненько. Сейчас буду сверлить отверстие под киль. Уже все разметил. Отверстие на 20 должно быть. Сверлышко было у меня на 22. Я его уменьшил вот здесь вот. Обточил. Чтобы появился такой размерчик. Отлично. Надеюсь, ничего не вырвало. Ничего не вырвало. Потому что армировано стекло тканью. Тут вырвать как бы не может ничего. Выставил под небольшим углом. По-моему, очень даже неплохо выглядит. Друзья, ну все. Глобальная операция подходит к концу. Можно вклеивать. Очень много ушло на это времени. Нужно было изготовить кили. Нужно было изготовить крепление под них. Нужно было изготовить трубочки. Зашить кили. Ну и вот теперь нужно вклеивать. И это еще не все. Вклею слегка. Потом выну кили. И нужно будет уже заклеить хорошо. То есть сейчас пока так слегка вклею, чтобы оно запомнило положение. Ах да, выставлял по шаблону. Вот такой шаблон из картонки. Петли высохли, можно взвесить, сколько весит крыло в сборе. Стало довольно тяжеленьким, ребят. Но здесь уже и серво, то есть крыло уже все полностью готово. Единственное, что может краска еще будет. Ой-ой-ой-ой-ой. 1730 грамм. Два крыла 3,5 килограмма будут весить. Офигеть. Вес довольно-таки нехилый. Но оно как бы и по площади очень большое. Так что, возможно, все нормально. Стол просто игрушечный по сравнению с ним. Здесь уже прорезал под серву выход. Теперь нужно как-то прицелиться и сделать вот здесь. Оно уже шевелится. А? На скоряк тягу сообразил. Тяга алюминиевая. Серва ее, смотрите, как гнет спокойно. Можно рукой остановить. Не тянет батарейка. Видно, как просаживается сигнал. Нужно что-то, нечто помощнее. Уже работает от аппаратуры. Смотрите. Это элерончики. Это рули высоты. А ну-ка еще раз элерончики. Оп. В обратку. Оп. Класс. Сделал тяги алюминиевые вместе с шаровыми на этом конце. Здесь шаровые, здесь вот такие в форме рогатки. Осталось лишь отпилить вот эти металлические кончики. И все готово. Крылья полностью готовы. Можно даже их покрасить. Но пока что красить не буду, не определился с цветом. Нужно заниматься другими делами.
Друзья, ну короче, собрал я этот самолет уже все до кучи. Короче, гляньте, какие размеры. Просто нереальных каких-то он размеров. Огромных, выше гаражей. И длина какая. Тоже на грани фантастики. Я не знаю, правда, за что его пока что держать. Но самолет просто огромнейший. Рулевые поверхности большие, сервы подключены. Сейчас мы попробуем сделать кое-какие пробежки. Подключу сервы и посмотрим, как он на рули реагирует. Ветерочка жалко нету, то бы можно было бы как бы более чётенько это все проверить. Можно взяться за него вот так вот. Вот. Чуть подвысунуть. И вот такие вот дела. Ну, надеюсь, хорошо будет летать. Очень сильно на это надеюсь. По-моему, он уже взлетает. О! Что-то сервы там опускаются. Да. Ладно, подключаем. Сейчас попробуем, реагирует он вообще или не реагирует. Ну, включай. А ну-ка вверх. Ну, все одинаково вроде бы работает. Все ништяк. Ну что, побежали пробовать. Давай. Нос отвалился. А ты вверх хоть давал, когда он взлетать, или вниз? Все, потеряли нос, ребята. Мы его просто для красоты на скотч прилепили. Его, в принципе, можно вот так вот раз. И все. Фух. Да. Вот это дичь. Максимум 10 километров в час я, наверное, развиваю. Это, конечно, для самолета ни о чем. Ну, что-то там чувствуется. Хоп. Что-то работает. Вверх, Ага. вниз. А крен? Работает. Ну прям чувствуется. Скорость как бы вообще маленькая, но чувствуется, что что-то там управляется. Попробовали погрузить в автомобиль. Ну, сами видите, все заходит отлично. Я, честно говоря, немножко боялся, что не войдет вот здесь по ширине. Ну, все в притирочку входит. И даже по длине нос заходит. То есть можно даже нос сделать целиком. То есть весь фюзеляж делать слитный, без разборки, без лишней. Ладно, ребят, на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока.